Приветствую! С вами Илониана, и сегодня будем исправлять рисунки подписчиков, которые любезно накидали своих работ в предназначенный для этого альбом ВК. Так что, надеюсь, никто не будет кидать обидки. Но перед началом хочу посоветовать канал иллюстратора Дэви. Она довольно опытный фрилансер, который только начинает свою деятельность на ютубчике. В своих видео авторка поднимает темы, интересующие многих новичков. Как найти свой стиль, как справляться с критикой, как найти вдохновение, а также как же можно обойтись без True Stories. И пока мои видео выходят редко, советую подписаться на канал Devil's Deception. А мы продолжаем. Я выбрала 3 работы. Первая принадлежит Алене Байдиной. И пока я буду вносить правки, расскажу, что в этой работе можно было бы сделать лучше, по моему мнению. Первой в глаза бросилась, конечно, мыльность работы, но я хочу обратить ваше внимание на рукав. Не очень понятно, как там расположена рука, и странно, что рукав стоит как накрахмаленный, хотя ткань выглядит довольно тяжелой. У меня есть предположение, что художница не строила руку перед рисованием рукава, и в первую очередь я занялась именно этим вопросом. Не ленитесь прорисовывать части тела, которые потом закроются одеждой. Так делают даже самые крутые художники, а новичкам тем более нужно это делать. Нарисовав более реалистичные складочки, продвигаемся дальше. Да, мыльцо – очень огромная проблема новичков, и не только новичков, пробующих свои силы в бесконтурке. Я постараюсь кратко объяснить, из-за чего так происходит. Тень – штука довольно четкая, она обладает своими гранями и не может просто расползаться по ткани. Максимум, что вы можете сделать, это размыть ее с одной стороны, чтобы складка плавно разравнивалась. Но если тень не обладает гранями со всех сторон, то зачем она? Каждая собственная тень осведомляет зрителя о сгибе формы, и вы должны держать это у себя в голове. Также художник должен уметь отделять главное от второстепенного. Есть большие тени, или основные, и они должны наноситься первыми. А потом уже можно поиграться с мелкими тенями, и то не обязательно. Если вы рисуете из головы, то чтобы добиться красивых складок, придумывайте интересные позы, что-то более живое или попытайтесь в динамику. Вот, например, мои варианты более интересной подачи тела или складок. Но на моих вариантах мир не сходится, так что не бойтесь фантазировать. Изгибайте тела, представляйте, что дует ветер, добавляйте эмоции и подстраивайте позу под них. Дальше, думаю, вы заметили, что я правила волосы. Волосы – это тоже текстура, которая принимает форму того, чего касается. Также повторюсь, что у всего есть общие тени, так что не забывайте делать волосы сзади темнее, если источник света спереди, и наоборот. Я немного поколдовала с лицом, но, честно говоря, это вкусовщина, так что не буду заострять на этом внимание. Во время спидпейнта еще раз наметила пропорции девушки и заметила, что шея слегка длинновата. Это к тому, что построение действительно очень важно, не ленитесь. Дальше по мелочам. Чуть-чуть поколдовала с головой, добавила более выраженные общие тени и внесла работу больше фиолетового. Ах, да, если вы используете цвет, то помните, что он рефлексирует со всем, что находится рядом. И, проще говоря, в данном случае он должен появиться на платье и коже. Также рефлексы дает фон. С короной я практически ничего сделать не смогла, но я в принципе не уверена в правильности решения черной короны на черных волосах. Смотря на мой финальный вариант, я думаю, что все же слегка переборщила с фиолетовым на платье, но не суть. Пускай работа выглядит немного незаконченной, я надеюсь, что смогла донести вам основные мысли и рассказать про ошибки. Поехали дальше. Вторая работа принадлежит Ларе Юдине. Надеюсь, я правильно это произнесла. И хочу отдельно поблагодарить ее за предоставленный оригинал. Давайте отправим работу на хирургический стол. И первое, что я сделала, это изменила размер холста. Я понимаю, лениво рисовать комнату, но в таком случае нужно правильно обрезать кадр. Лара выбрала довольно необычный скрин, в том плане, что в нем нарушены правила размещения человека в кадре, а именно свободного пространства должно быть больше там, куда направлен взгляд.
Я предполагаю, что такой была задумка или вынужденное решение из-за того, что персонажи двигаются в кадре. В нашем случае правила размещения человека в кадре нарушены ненамеренно. Девушке очень тесно на холсте, и ей обрезали плечо. Это ошибка. Когда вы рисуете живых существ, старайтесь максимально не обрезать им конечности. Они должны быть либо видны полностью, либо никак. Это касается предплечий, кистей, ног после колена или отдельно ступней, а также головы. Я решила нарисовать весь фон для разнообразия. Но все же нас интересуют пропорции. Штука эта довольно сложная, но тут главное знать, куда смотреть. А смотреть нужно на направляющие и расстояние объектов относительно друг друга. Сейчас объясню. Направляющие – это полосы, по которым мы определяем наклон. На этом этапе мы не углубляемся в пропорции. Нам нужно словить основные черты, и уже на самом первом этапе портрет должен начать угадываться. Но не расстраивайтесь, если у вас не получится сразу. Тут нужно немного натренировать глаз, и со временем это все станет легче. Также хочу акцентировать ваше внимание на том, что все линии нужно проводить на глаз и не черкать на оригинале. Необходимо тренировать свой глазомер. Плюс, если это будет реальный человек, то почеркать все равно не выйдет. Конечно, вы можете делать исключения в особо сложных моментах в процессе обучения. Главное, не чистите с этим. Далее мы будем мудрить с пропорциями. Первое, что нужно знать, это стандартные пропорции лица. На этом примере я навела самые основные. Есть куча более мелких правил, но они не влезут в этот рисунок, так что эту тему нужно изучать отдельно. В идеале нужно будет сделать отдельное видео. Зная основные пропорции, вам придется начать их нарушать. Ну да, звучит не очень логично, но так оно и есть. Все-таки мы не идеальны, но по большей части под стандартные пропорции подходим. Также не забываем про метод визирования, который очень помогает, когда натуру невозможно изобразить один к одному, но который мне очень сложно объяснить на человеческом профиле в Дидже. Ну, да плевать, сейчас покажу. Вы не уверены, как далеко находится ухо от глаза? Ну вот, берем, глаз, точнее его длину, и считаем, сколько еще глаз нужно, чтобы дойти до уха. Далее, имея первое отношение, пляшем относительно него. Соотношаем глаз и нос и лицо, и таким образом находим супер точные пропорции лица. Конечно, звучит это очень запарно, но включаем глазомер и пользуемся методом визирования, когда совсем запутались или в сложных кусках. Дорисовываем фончик, и моя цель выполнена. Поехали к последнему. Работа Станиславы Никифоровой. И опять можем заметить ошибку размещения. У парня рука обрезана и куча места слева от нас. Также обводку сложно назвать лайном, и это скорее покрашенный скетч. Не ленитесь сделать лайн, он очень красит работу. Также видно, что долго над построением не думали, и мы можем заметить перекошенное плечо. Возможно, это задумка, но я очень сомневаюсь. В анатомии, кстати, можем заметить еще одну очень частую ошибку новичков – это отсутствие трапециевидных мышц. Если кратко, это небольшие треугольнички, соединяющие шею и плечи. Также я бы поспорила с палитрой. Персонаж выглядит не очень выгодно на теплом фоне. Цвета очень хорошая направляющая для взгляда зрителя, и в нашем случае на фоне красного сильнее всего выбивается футболка. И как зритель я посмотрела на нее в первую очередь, хотя предположительно должна была посмотреть на лицо. Пока говорим про цвета, обращаю ваше внимание на грязноватые тени. Не рисуйте их черным. Тени штука довольно цветастая. В подборе теней могу посоветовать два способа. Первый – легкий. Решаем, какие тени у нашей работы – теплые или холодные. Берем такой цвет соответственно, не скупясь на насыщенность, и на новом слое фигачим тени с эффектом наложения Multiply. Он зачастую идет следующим после обычного. Далее поправим прозрачность, и тень выглядит уже неплохо. Второй способ тоже легкий, но назовем его ручной. Берем цвет вашего предмета. Опять же, определяемся с теплостью или холодностью теней. Смотрим на цветовой квадратокруг и сдвигаемся по квадрату вниз и вправо.
Также слегка сдвигаем тон в круге либо к холодным оттенкам, либо к теплым, как вы задумали изначально. В таком случае у вас тоже получится приличная не грязная тень, без особых усилий. Не забывайте, что при теплом освещении тени будут холодными и наоборот. Также хочу заметить, что эти способы, особенно второй, работают только если на вашей работе нет специфичного цветного освещения. Смотря на эту работу и учитывая, что я говорила про привлечение взгляда зрителя, я вспомнила еще одно правило фотографии, которое было нарушено. Когда фотографируешь портрет, глаза должны быть в фокусе. И пускай в рисунке не может быть нечаянной расфокусировки, но глаза в этой работе совсем не привлекают внимания, и это делает ее менее интересной. Глаза лучше делать чуть-чуть контрастнее, чем все остальное. Например, делать лайн более темным или добавлять в них чуть больше детализации, чем в остальную часть рисунка. Очевидно, все правила можно нарушать, но зачастую это будет очень красить вашу работу. Еще немного поколдовала над фоном и кровушкой и тадам, готово! Можете оценить правки. Хочу напомнить, что мои рисунки не истина и необходимы в первую очередь не для желания унизить авторов работ или чего-то подобно отбитого, а только как способ указать на ошибки и предложить варианты их решения. Быстренько врисовываю двух персонажей в Art от Elaniana. Давайте быстренько выставим еще одного перса с хэштегом Art от Elaniana и закончим уже этот рис. Обязательным условием является подписка на мою инсту. Также можете подписаться на мою группу в ВК, в которой, кстати, недавно появилась галочка, и теперь я официально Elaniana в ВК. Вот, теперь точно все. Для вас вещала Elaniana. Еще услышимся.